Приветик всем! Я сразу включила запись на ютубе, чтобы не тратить на это время. Ждем минуточки 3-4, пока все подключатся, и будем работать. Если у вас есть какие-то срочные сейчас вопросы, которые прям вот хочется сразу перед эфиром задать, и те, которые мы не будем сегодня рассматривать, и потом не будем рассматривать, то задавайте сейчас. Есть 4 минутки, чтобы это все обсудить. Кстати, сейчас вот тоже насчет думали с Сашей, не то что думали, обсуждали насчет Инстаграма. Появились сохраненные записи прямых эфиров, и, к сожалению, не всегда понятно, эфир это или это запись эфира. И мне вот просто пачками, тоннами сообщений в директ приходит: "Привет, привет". Ну, то есть девочкам кажется, что они в прямом эфире, они пишут комментарий, а этот комментарий перекидывается мне в директ. И я-то прекрасно понимаю, что, ну, человек думает, что он в эфире. Я не знаю, зачем Инстаграм так сделал, вообще ничего не понятно. Эфир это или это запись. Вот, но в то же время, когда начинаю объяснять, девочки в шоке, что такое, я вроде в эфире, а я в директ написала. Многие сразу начинают извиняться. То есть, если вы когда-то так протупите и мне напишите, и поймете, что это не прямой эфир, не волнуйтесь, вы не одна точно. Но Инстаграм, я не знаю, может, он как-то это переделает, передумает, но серьезно, меня сначала это удивляло, почему мне пишут десятками сообщений "привет" в директ просто потому, что запись эфира опубликовала. А потом я поняла, что непонятно, эфир это или запись. Вот сейчас я тоже напутала. Вот, отлично, отлично. Тогда я после эфира зайду, посмотрю сообщения. Не знаю, как разобраться, когда эфир, когда нет. Просто знайте, что эфир у нас в 21:00 по Москве с понедельника по четверг. Если будут какие-то дневные эфиры, то я буду вам об этом как-то сообщать, может быть, заранее или в сторис что-то кидать. Я сегодня так и не поняла, как найти эти эфиры. Просто кликаешь на мою аватарку, заходишь на страницу, кликаешь, там как раз совсем по-другому теперь стало, черный кружочек, моя аватарка в черном кружочке, и такая кнопочка play, нажимаешь и смотришь. Ничего, скоро все разберутся. Я сама еще не разобралась, поэтому я теперь боюсь, боюсь, что я кому-то когда-нибудь напишу в директ, если захочу какой-то комментарий оставить в эфире. Ну, в общем, ничего, справимся. Думаю, что все равно записи эфира я буду оставлять, потому что я смотрю, там 600 человек уже вчерашний эфир просмотрело. Мне кажется, что это хорошее число, и так что будем и дальше это делать. Сегодня что мы делаем? Сегодня мы делаем расчеты на юбку. О, пряжа пришла, отлично. Я вам покажу, как сделать расчеты на нашу юбку, вот в такую в обтяжечку по фигуре, по бедрам, как сделать прибавки, как сделать убавки в талию. Сегодня мы будем разбираться с нашими расчетами до талии. Также расскажу, как сделать расчеты на прямую юбку, на А-образную юбку, потому что знаю, что очень много у нас в интенсиве девочек, которые вяжут другое платье, не как у меня. Учитывая особенности своей фигуры, они решили сделать платье такое широкую юбочку или просто прямое платье. Также на юбку типа солнце, но это не солнце, просто расскажу, как сделать юбку более широкую. Я очень надеюсь, что я уложусь, потому что все-таки, когда больше часа я говорю, то телефон начинает жестко нагреваться, и я из-за этого очень переживаю. Но, в принципе, я вчера сделала все эти расчеты, в принципе, ну, реально ничего сложного. Мне кажется, с мерками там даже сложнее было, потому что я очень много всего вчера говорила, но в то же время те девочки, которые участвуют в интенсиве, они больше половины уже справились, они мне прислали свои все мерки, все свои выкройки прислали, образцы, больше половины, и разобрались. Вопросов не было таких, знаете, я ничего не понимаю. Так что я поняла, что в принципе все хорошо. Добрый вечер. Рада, что наконец-то попала на эфир. Ой, здравствуйте, Анастасия. Когда эфир написано внизу, комментировать, а когда запись написана, отправить сообщение. Ага, спасибо, вот разобрались. Здравствуйте, когда эфир, там пишется прямой эфир, когда запись, там значок видео. У меня нету здесь надписи прямой эфир, поэтому я не понимаю, как можно отличить. У меня только кнопка завершить. Ну, видимо, я поняла почему. У меня есть эта запись, как это сказать, ну да, запись прямой эфир, но я нажимаю на нее, и у меня минутки идут, я смотрю, сколько я там минуток наговорила.
Всем привет, сижу, считаю что-то мозги на бикрень после рабочего дня. Ничего, оставите время какое-то, сделайте все свои расчеты четко, и все получится. Добрый вечер. Ну что, 5 минут проболтали, давайте перейдем к делу. Сегодня будет много моих рук, много записей, поэтому я камеру сейчас переставлю, как обычно, и будем работать. Я поставила немножко иначе свет, может быть, будет чуть светлее на ютубе, потому что переживаю тоже, что там совсем темнота. Все, сейчас буду переключаться. Так, здесь готово. Сейчас еще ютубную камеру переставлю. Так, здесь почти тоже, и подниму вас вверх. Можете делать вместе со мной сразу расчеты, кто не хочет терять время. Можно это все потом посмотреть на ютубе. Можно вот опять же в нашей вот этой странной записи Инстаграм это все посмотреть. Так, у меня тут что-то совсем все далеко и одни провода. На ютубе так одни провода видно. Мне нужно эти провода как-то еще убрать. Так, сейчас я как-нибудь размещусь, чтобы было видно всем. Так, вам видно, отлично. Ой, смотрю ваши мастер-классы, и руки горят. Спасибо, девочки, за доверие. Я тут хорошо видно, отлично. Это мои шпаргалки. Видите, я, ну и на ютубе тоже покажу. Видите, вот это все сегодня мы должны с вами разобрать. Будем стараться все делать быстро. Может быть, я их куда-то сюда в бок положу. Ну что, давайте начнем с образца. Вот мой образец. Я его, как видите, связала в ширину 22 петли, сколько я вам и показывала. Вверх я связала 2 раппорта, получается. Как мы его измеряем? Так как я хочу платье, чтобы у меня немножко, знаете, так было... По мне, если я его буду сейчас измерять в спокойном состоянии, то оно все равно подрастянется в ширину. Тем более у меня почти резинка. Ну, очень-очень узор похож на резинку. Поэтому я его буду измерять в чуть растянутом состоянии. Вам тоже советую это делать. Учитываем мы петли только рабочие, кромочные петли мы не учитываем. Одной рукой я немножко подрастягиваю, другой ставлю сантиметр. Вот как раз четко, где у нас первая петля, и дальше до последней петли. Но старайтесь измерять не в том месте, где вы растягиваете руками, а чуть повыше. Измерила, записала. Точно так же вверх. Я измеряю те ряды, которые я хорошо вижу. Я не учитываю первый ряд и не учитываю последний ряд. Я долго вот так вот приставляла этот сантиметр, считала, в общем, насчитала и все записала. Сейчас будем мы с этим разбираться. Вот так вы измеряете свой образец. Сразу измерили и сразу записали. Я, пожалуй, запишу, вот знаете, наверное, прям свои расчеты вот сюда. Вот мое платье я нарисовала. Прям свои расчеты сюда запишу, свою плотность вязания. Итак, я насчитала, что у меня 20 петель составляют 10 сантиметров, а 20 рядов у меня составляют 7 сантиметров. Вот, запишу, и это будет моя рабочая информация, которую я буду использовать всегда-всегда во всех своих будущих расчетах. Ну что, давайте сначала еще разберемся, как вязать узоры по кругу, потому что я буду вязать свое платье по кругу. Я его вязала по кругу, и мне это подошло. По бокам я буду делать прибавки, у меня узор позволяет делать эти прибавки, но если у вас какой-то узор мелкий, и понятное дело, если вы будете прибавлять в середине узора, у вас просто все собьется, будет черти что. Поэтому я вам советую или вязать двумя деталями, то есть отдельно перед, отдельно спинку, и потом сшивать. Швы, кстати, хорошо держат потом форму и не вытягивается наше платье. Но я хочу рассказать кучу всяких нюансов, поэтому я буду вязать по кругу, чтобы вам объяснить, как по кругу вязать. Иначе просто детали вы сможете и самостоятельно связать. Вот я предположила, что у меня есть некоторый узор дырчатый, ажурный. Смотрите, вот так он выглядит. Можно делать прибавки в изнаночных петлях и делать эти прибавки изнаночными. И тогда просто здесь будут по бокам изнаночные петли в самых широких местах. Но я предлагаю вам сделать так.
по краю, вот здесь вот сбоку, пустить просто одну лицевую петлю. И разделить наше вязаное полотно точно так же наперед и на спинку, как это мы делаем обычно. Но вязать по кругу, и вот эта вот наша лицевая петля, она будет как бы имитировать шов. То есть у нас тут может быть шов, а может быть просто лицевая петля. Я вот сегодня провязала этот узор. Я здесь делала прибавки очень часто, чтобы вы поняли принцип. Убавки здесь у вас будут через какое-то определенное расстояние. Сегодня мы это будем считать. И смотрите, получается, что с одной стороны у нас идет узор, и он не сбивается, и с другой стороны идет узор. Сбоку будет вот такая лицевая петля. Это совершенно не испортит платье, но зато вид будет, в общем, очень красивый, очень хороший. И также, если у вас слишком много изнаночных петель в узоре, вы можете здесь не лицевую петлю пустить, а изнаночную. Ну, я думаю, понятно. И, в принципе, для такого вязания, где лицевая по центру, нужно делать расчеты отдельно наперед и отдельно на спинку. Потом просто это все соединить и вязать по кругу. Так, если два образца, хорошо, сейчас расскажу. Если два образца, хороший вопрос. Сейчас я возьму листочек. Давайте вот здесь нарисую. Да, давайте здесь прям сразу. Предположим, у вас по центру идет какой-то узор. И он, естественно, другую плотность имеет. У меня там Дэвис гавкает. Мне кажется, что вам слышно. Саня, скажи Дэвису, чтоб не гавкал. Вот, предположим, у вас какой-то узор по центру, и он имеет другую плотность. Тогда вы вяжете образец этого узора, измеряете этот ваш узор, и вы точно знаете, что, например, он у вас здесь 20 сантиметров. Все, тогда вы будете, когда делать расчеты, вы будете учитывать, что по центру 20 сантиметров у вас заняты узором. Остальные вот эти части вы будете рассчитывать уже с той плотностью, которая будет ваш второй узор. Приветик, уже второй свитерок вяжу регланом, спасибо Саше. Ой, Вика, спасибо большое. Плотность, конечно, двух узоров нужно считать отдельно. И учитывать, что вот этот центральный узор у вас составляет какое-то количество сантиметров по центру. Так, ну что, с этим разобрались. Давайте теперь узор по кругу рассказала. Если вам что-то непонятно, тоже обязательно спрашивайте, пишите. Сейчас будем делать расчеты нашей юбочки. Так, куда бы мне положить? Вот сюда положу, вам не мешает она, да? Отлично. Сейчас будем делать расчеты нашей юбочки. Я нарисую, как она у меня выглядит. Сегодня мы используем мерки только вот эти, которые у нас касаются юбки. Только эти. Сверху мы ничего не трогаем, поэтому я так решила разделить наше вязание, чтобы не заострять внимание сразу на всех мерках, чтобы вас не пугать. Будем сначала рассчитаем юбку, будем вязать юбку, потом будем рассчитывать верх, вязать верх, а потом с рукавами решать. Поэтому вот эту юбку я сейчас перерисую себе отдельно, чтобы было все понятно, чтобы было четко у меня, и чтобы мне вот эта белиберда моя здесь, которая мне не мешала, потому что знаю, что многие вот этого боятся. Так, сейчас я это все перерисую. Смотрите, что мне нужно для моей юбки. Помните, да, вот у меня здесь талия. Юбка моя состоит из... Это я показываю вам сверху вниз. Здесь у меня будут небольшие прибавки, то есть, вернее, убавки, да, потому что я вяжу снизу вверх. Дальше какое-то время я буду вязать прямо, и здесь у меня к низу убавки. Ну, если учитывать, что мы вяжем снизу вверх, у нас сначала идут прибавки, потом мы вяжем прямо, потом убавки. Сейчас я нарисую все свои мерки, которые у меня уже есть. Вот с этого рисунка я прям их возьму и перерисую. Снизу у меня 72. Это мне нужно обязательно. Обхват бедер у меня 84. Это тоже мне нужно обязательно. Обхват талии у меня 63. Это мне тоже сегодня нужно обязательно. Также, в принципе, можно записать длину юбки 50, но мы ее, в принципе, использовать не будем. И вчера мы считали вот эти части. Эта часть у меня 23 сантиметра. Вот она сейчас нам как раз пригодится. Эта часть у меня 14 сантиметров, и это 13. Мы уже не будем на этом заострять внимание. Это все вы посчитали. Вот все мерки, которые нам нужны для нашей юбки. Так, где лучше делать начало ряда, сзади или сбоку? Я делаю сбоку начало ряда. Как раз в начале ряда я делаю прибавки,
и через определенное количество петель, через половину, делаю вторую прибавку. Все, вот это что нам нужно для нашей юбки. Я сразу запишу наши мерки, ой, в смысле не мерки, нашу плотность вязания. 20 петель 10 сантиметров, чтобы не забыть, чтобы оно у меня всегда здесь было. 20 рядов 7 сантиметров. И здесь, смотрите, здесь я запишу с одной стороны, так вот лучше видно. С одной стороны запишу ширину. Здесь я буду считать ширину юбки. Здесь я буду считать длину юбки. Если вы будете повторять все за мной, все получится. Ширина у нас 20 петель 10 сантиметров. Длина у нас 20 рядов 7 сантиметров. Сразу записываю, какую длину мне нужно узнать. 23 сантиметра. Вот эту мне нужно узнать длину. 14 сантиметров. И 13 сантиметров. Все эти числа должны быть четные, потому что у нас лицевой и изнаночный ряд, как правило, узор очень часто зависит от лицевого и от изнаночного ряда, поэтому советую сразу здесь учитывать то, чтобы числа здесь были четные. Это я уже говорю наперед. Ширину, какую нам нужно узнать ширину? 72 сантиметра, это низ. Дальше 84 сантиметра это бедра, нам нужно узнать. И 63 сантиметра это талия. Как мы это делаем? Я уже вам раз 100 объясняла, я уже не буду тоже на этом останавливаться, но все равно калькулятор возьму и посчитаю. 20 мы умножаем на 72. Ой, не то. 20 умножаем на 72 и делим на 10. Так, опять не то, да? 20 умножаем на 72 и делим на 10. 144. Я запишу красным то, что мы получили. 144 петли у нас 72 сантиметра нашей плотностью. Дальше 20 умножаю на 84 и делю на 10. 168 петель у нас бедра. И дальше 20 умножаю на 63 и делю на 10. И 126 петель у нас талия. Это я записала. Ну, мне кажется, тут все понятно. Так, у Сашеньки приятный голос, даже дети заслушиваются. Спасибо большое. Ой, мама смотрит. Санек, мама смотрит. Приветик, приветик. Так, длина. Теперь точно так же рассчитаем длину. 20 мы умножаем на 23 и делим на 7. Получаем 65,7, да? Ой, на ютубе не видно. 65,7. Но помните, я вам говорила, что лучше здесь сделать четное число, поэтому я увеличу до 66. Дальше 20 мы умножаем на 23 и делим на 7. Получаем 60... Так, неправильно, это я посчитала. 20 мы умножаем на 14 и делим на 7. Получаем 40. 40 нам подходит. И последнее, 20 мы умножаем на 13 и делим на 7. 37,1. Ну, тут я советую вам 38 сделать, потому что 38 ближе, чем 36. Это наши подготовительные этапы. В принципе, мы уже сделали все, что нужно, потому что самые... Ой, листик улетел. Самые наши главные расчеты мы сделали. Так, теперь нам нужно узнать, сколько нам нужно петель прибавить. Поэтому мы от обхвата бедер отнимаем наш низ изделия. Что я делаю? От 168 я отнимаю 144. Вот от этой отнимаю эту. В петлях. Сейчас мы считаем петли. 168 минус 144. Получаем 24. Что это значит? 24 петли нам надо прибавить. Это всего нам нужно прибавить, начиная от края до бедер. Так как раппорт узора мой составляет 2 петли, сейчас я уже говорю о своем узоре. Здесь вам нужно подумать о своем. Так как раппорт моего узора составляет 2 петли, чтобы его не нарушить, если я буду добавлять по одной петле, у меня рядом окажутся 2 одинаковые. Поэтому я буду сразу с одной стороны в одном ряду прибавлять 2 петли. Если у вас узор такой, как у меня, прибавляйте. Если вы вяжете вот так вот, сейчас покажу, как я говорила, с лицевой петлей посередине, тоже 2 петли
петли в одном ряду с одной стороны. Если у вас лицевая гладь, вы можете по одной петле прибавлять. Если у вас детали 2, то есть вы вяжете отдельно вперед, отдельно спинку, точно так же с одной стороны по одной петле, с другой стороны по одной петле, то есть всего в ряду у вас будет 4 прибавки. Но так как вы считаете половинками, вам нужно поделить на 2. Мне же нужно поделить на 4. 24 поделить на 4. Почему? Потому что в одном ряду, давайте я здесь запишу, в одном ряду я прибавляю 4 петли. Думаю, что с этим вы разберетесь. Кто не понимает, кто не разбирается, задавайте вопросы. Поэтому я делю на 4. Мне нужно узнать, сколько раз мне нужно прибавить. 24 делю на 4. Ну, тут, мне кажется, калькулятор не нужен. 6 получаю. 6 раз мне нужно прибавить. Всего. За всю мою длину, начиная с низа до вот этой части, когда мы делаем прибавки, мне нужно 6 раз прибавить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так как в каждом ряду я делаю 4 новые петли, 4 прибавки, всего я 24 прибавлю, что мне и нужно. Дальше, что мы делаем? Теперь нам нужно посчитать ряды. Давайте я, наверное, на новом листочке. Хотя, в принципе, можно и на этом. Давайте здесь напишу, чтобы мы уже эту юбку здесь закончили. Теперь нам нужно посчитать ряды. Смотрим. Мне нужно за 23 ряда прибавить 24 петли. Прибавить всего 6 раз. 23 ряда у меня составляют 23 сантиметра составляет 66 рядов. Я сюда это запишу. 23 сантиметра, 66 рядов. Так как мне нужно 6 раз прибавить, я свои 66 рядов делю на 6. Тут тоже, мне кажется, ничего сложного, получаем 11. То есть мне в каждом 11 ряду нужно прибавить 4 петли. Тут, я думаю, понятно. Мы знаем количество рядов, мы знаем, сколько раз нам нужно прибавить. Ряды делим на количество прибавок, получаем, через какое количество рядов нам нужно делать прибавки. Понятно. В каждом 11 ряду плюс 4 петли. Дальше, смотрите, что мы делаем. Мы 14 сантиметров вяжем просто вверх. 14 сантиметров это 40 рядов. Тут, я думаю, тоже ничего не нужно объяснять. И сейчас нам нужно посчитать наши убавки. Так, считаем убавки. Как это делается? От обхвата бедер 168 петель. 168. Я отнимаю обхват талии. То же самое, только мы сейчас будем делать наоборот. Тут считали прибавки, сейчас будем считать убавки. 63 сантиметра у меня составляют 126 петель. 168 минус 126. Считаю. Считаю количество петель, которое мне нужно убавить. 42 петли. Так, 42 петли мне нужно убавить. Петли. Убавить. Это петли у нас. Так, сейчас я почитаю. Скажите, как измерить низ юбки? У вас 72, не понимаю, как их получить. Посмотрите мое предыдущее видео, я рассказывала о всех мерках, как что нужно сделать. От обхвата бедер нам нужно отнять 12 сантиметров. Это я уже рассказывала, поэтому на этом останавливаться не буду. Так, 42 петли нам нужно убавить. Здесь всего... Что мы делаем дальше? Снова у нас в одном ряду плюс 4 петли, и точно так же у нас в одном ряду минус 4 петли. Поэтому мы делаем те же самые действия, что мы делали здесь. 42 мы делим на 4. Получаем 10,5. 10,5 здесь нам не подходит, нам надо без остатка. Без остатка нам надо. То есть я это зачеркиваю, нам не подходит. Что же сделать, чтобы нам какое-то число подошло? Нам вот эти петли нужно увеличить или уменьшить. Я решила увеличить, решила выбрать 44 петли. То есть у меня всего в талии не 126 будет, а 128. Вот здесь, я думаю, 2 петли, если я прибавлю, ничего страшного не случится, поэтому я записываю себе 44. 44 мне подходит. 44... я делю на 4, получаю 11. 11 раз мне нужно убавить. Помните, здесь было 6 раз прибавить, теперь 11 раз убавить. Что-то я пишу одним маркером и плохо понятно, да? Делаем все то же самое, как здесь.
13 сантиметров. За 13 сантиметров нам нужно 11 раз убавить. Не 6, а 11. Вот так вот здесь. 13 сантиметров у нас составляет 38 рядов. 38 рядов я делю на 11 раз. Получаю, сейчас я посчитаю, давайте проверю, что мои расчеты говорят. 38 делю на 11, получаю 3,45. 3,45. 3,45, что это значит? То есть это примерно в каждом третьем, четвертом ряду нам нужно убавить 4 петли. Смотрите, вот здесь у нас было в каждом 11 ряду прибавить, потому что здесь 23 сантиметра больше, здесь 13 сантиметров меньше, талия уже, чем наш низ, поэтому нам нужно больше сделать убавок, и частота убавок будет больше. Здесь уже в каждом третьем, четвертом ряду минус 4 петли. Здесь у нас, смотрите, нам нужно всего 6 раз прибавить, а здесь нам нужно убавить 11 раз. Ну вот, как бы в зеркальном отражении мы сделали это все, учитывая наши сантиметры. Все, наши расчеты готовы. Можно, в принципе, вязать юбку, но я вам советую сначала сделать небольшую штучку. Советую нарисовать нам ряды. Я это уже показывала много раз, и многие уже девочки так вяжут, но все равно здесь я тоже вам обязательно покажу, чтобы вы делали, ну вот, знали все тонкости. Рисуем ряды. Что нам для этого нужно? Мы записываем. Первое, что нам нужно сделать? Нам нужно прибавки сделать. Я пишу прибавки. Первый пункт. Сейчас я пишу план вязания юбки, можно так сказать. У нас здесь 66 рядов. 23 сантиметра на ютубе не видно, 66 рядов. Я рисую 66 клеточек. Сейчас запишу 66 рядов. Я рисую 66 клеточек. Как бы мне их тут... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и всего 66. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, рисую 66 клеточек. Можно покрупнее их нарисовать, чтобы вам было удобно. Считаю. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Готово. Каждая клеточка начинаем вязать мы снизу. Вот это наш первый ряд. И вяжем слева направо. Один ряд связали, отметили. Можно карандашиком отмечать. Это я уже тоже много раз рассказывала. Как ряд провязали, карандашиком отметили. Пока вы все 66 рядов не провяжете, вы к новому этапу, к следующему, к вот этому не подходите. Не начинаете его. Помните, да, сейчас я еще запишу. Помните, здесь у нас нам нужно 6 раз прибавить в каждом 11 ряду. Конечно же, здесь в клеточке я отмечу, в каком ряду мне нужно делать прибавку. Начинаем считать мы снизу. Если мы сразу наберем петли и начнем делать прибавки, то это, ну, как-то сильно резкое будет расширение. Поэтому советую вам начинать с первого ряда, отсчитывать 11 рядов. Здесь у вас будет ваше число. 10, 11. Точка у меня здесь. Точка, это значит плюс 4 петли. Я записываю. Точка плюс 4 петли. Я вяжу, вяжу, вяжу. Вот я пока вяжу, вяжу, вяжу. Дошла я до точки. Я понимаю, что в этом ряду мне нужно сделать прибавку. Я отмечаю. Так. Сашенька, у меня прямое платье. Про прямое платье расскажу чуть позже. Это вообще легкотня. Готова приступать к юбке, отлично. Ряды только лицевые считаются или все? Здесь я пишу все ряды в данном случае, потому что я вяжу по кругу. Если я вяжу туда-назад, то я сама лично для себя рисую здесь только лицевые ряды, мне так проще, потому что каждый раз делать отметку, это очень сильно отвлекает от вязания, поэтому я делаю отметку один раз, когда я провязываю лицевой изнаночный. Поставила отметку. Но тут по кругу, поэтому советую все-таки все ряды отмечать. Дальше давайте проставим все точки. Я снова отсчитываю 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ставлю точку. Итак, я считаю все 11
все 6 раз, вернее, да, все 11 рядов. В каждом 11 ряду я ставлю точку. Я не буду вас мучить расчетами, точки поставлю. И когда вы точки посчитаете, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вы четко поймете, что вы правильно сделали. 6 раз вам нужно прибавить. По этой схеме вы вяжете. Дальше, второе. После того, как мы сделали прибавки, вспомните, нам нужно провязать вверх. Я так и пишу, прямо вверх. Вы потом этот листочек можете брать с собой куда угодно, 40 рядов, куда угодно, и не заморачиваться с расчетами, не думать о ширине, не думать о длине. У вас есть клеточки, вы спокойно по ним вяжете, отмечаете, и вы можете совершенно удобно вязать с детьми в дороге, в парке, и не задумываться о том, сколько вам там сантиметров нужно провязать. 40 рядов. Точно так же я рисую вот такую вот штучку из 40 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Здесь я ничего в клеточках не отмечаю, потому что мне нужно просто прямо вверх провязать. Опять же, начало у нас здесь. 1, 2, 3, 4 ряд и так далее. 40 рядов. Дальше, третье, что нам нужно сделать, это убавки. Убавки у нас составляют 38 рядов. Нам нужно убавить 11 раз в каждом третьем, четвертом ряду. Мы это уже с вами посчитали. Что я делаю? Я сразу рисую 38 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, это 38, вот так. Нарисовала. Точно так же начинаем вязать снизу. Как мы теперь считаем убавки? Я вам здесь уже советую убавку считать с самого первого раза. Представьте, да, если мы здесь еще, мы провязали какое-то время прямо, и если мы здесь еще будем дальше вязать прямо, то это уже будет не 14 сантиметров, а больше. Поэтому я советую сразу же в первом ряду, когда мы делаем убавки, убавку эту сделать. Я ставлю точку. Теперь я считаю в каждом втором, то есть в каждом третьем, в каждом четвертом ряду. Например, начнем с третьего. 1, 2, 3, ставлю точку. 1, 2, 3, 4, точку. 1, 2, 3, точку. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Все, закончилось. Советую вам сначала карандашиком проставить. Теперь считаем точки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сколько нам нужно раз убавить? 11. Все, с этим все совпало. Как видите, сейчас я немножко... Так, фокусировка пропала. Как видите, все совпало вообще идеально. Можно по этой схеме вязать дальше. Когда вы это свяжете, у вас будет готовая юбочка до талии. Потом уже с верхом разберемся. Готово. Не фокусируется, да? Сейчас я повыше тогда подниму. Это откладываем. Мне кажется, с этой юбкой все понятно. Давайте теперь перейдем к следующей юбке. Трапеция. Что нам нужно для трапеции? Трапеция выглядит у нас вот так. Я знаю, что многие девочки хотят юбку расклешенную немножко к низу, для того, чтобы сгладить какие-то неровности в районе бедер, может быть, подчеркнуть талию. Поэтому будем сейчас разбираться с ней. Что нам нужно? Нам нужна мерка обхват бедер. Я все по своим меркам показываю. Вы будете вписывать свои мерки, у вас будут другие числа. Так, обхват талии 63. Здесь нам уже понадобится длина, высота, да, высота бедер, та самая 20, из-за которой девочки очень переживали в интенсиве, у них не получалось 20, все время получалось больше. Ну, там у каждого свое. И, в принципе, тоже напишу 50 сантиметров наша длина. Это нам тоже будет нужно. Все, больше нам ничего не надо. Если здесь у вас снизу какая-то определенная ширина нужна, тот же самый смысл, что у нас здесь. Точно так же сначала рассчитываем один блок, потом рассчитываем второй блок. Здесь 20 сантиметров, значит здесь 30. Считаем длину нашей юбки, в смысле ширину нашей юбки отнимаем от обхвата бедер. Считаем количество петель, точно так же считаем убавки, как мы делали здесь. Но сейчас я хочу рассказать, если вы не знаете низ, какой у вас будет, и вы хотите просто равномерное увеличение к низу. Что нужно сделать? Вот этих мерок достаточно.
Уже юбку-карандаш разобрали, придется на ютубе смотреть. Ничего, посмотрите, все там, все понятно, думаю, будет. Так, точно так же, как мы и делали с той юбкой, я пишу, здесь я рассчитываю ширину, здесь я рассчитываю длину, ширина, длина. Записываю сразу свою плотность вязания, 20 петель 10 сантиметров, 20 рядов 7 сантиметров. Что нам нужно здесь? Ну, я думаю, вы уже прекрасно поняли. Нам нужно посчитать, сколько 20 сантиметров в длину и сколько 50 сантиметров в длину. Тут, мне кажется, легче легкого. Ширину, что нам нужно посчитать? 84 сантиметра. Ой, 84 сантиметра и 63 сантиметра. Считаем. Я думаю, что мы эти расчеты делать не будем в калькуляторе, потому что я-то уже это посчитала вместе с вами здесь. Мерки все мои остаются, поэтому будем двигаться дальше. 63 сантиметра это 126 петель, 84 это 168. Здесь 20 сантиметров, давайте посчитаем, потому что это новая мерка. 20 мы умножаем на 20 и делим на 7. Получаем 57,1. Ну, советую вам тоже делать четным числом 58. И здесь 50 сантиметров считаем. 50 умножаем на 20 и делим на 7. Получаю я 142. 142 мне подходит, четное. Отлично. Что мы делаем? Мы от обхвата бедер отнимаем обхват талии. Чтобы нам нужно посчитать, сколько нам здесь прибавок сделать, через какое число. Через какое число рядов? 168 минус 126. Получаем, уже мы это считали, 42 петли. То есть нам нужно 42 петли убавить. Вот здесь убавить, отсюда сюда. Убавить за 20 сантиметров, за 58 рядов. Записали. Вспомним, что в одном ряду мы делаем 4 убавки, поэтому мы сразу 42 делим на 4. Помните, у нас на 4 не делится без остатка, поэтому мы снова берем 44 петли. 44 мы делим на 4, получаем 11 раз. То есть нам нужно 11 раз убавить за 58 рядов. 58 мы делим на 11, чтобы узнать, через какое количество рядов нам делать прибавки или убавки. Да, здесь у нас убавки, потому что мы вяжем снизу вверх. 58 мы делим на 11, сейчас поделю, проверю. Получаем 5,2. То есть примерно в каждом пятом ряду мы делаем минус 4 петли. Все, легкотня. Теперь мы рисуем 142 ряда. Я нарисую вот здесь их сверху. 142 ряда тяжело нарисовать. Давайте попробуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 2 нам не хватило немножко. Вот, 2 рядочка еще. Я нарисовала свои 142 ряда. По ним мы будем вязать нашу вот эту юбочку. Точно так же начинаем снизу. Так, ну что мы делаем? Мы знаем, что нам нужно примерно в каждом пятом ряду отнять 4 петли. Я советую вам, чтобы сделать красивую юбочку с равномерными прибавками или убавками, смотря откуда вы вяжете, снизу вверх, сверху вниз, советую вам по всей длине юбки делать в каждом пятом ряду минус 4 петли. По всей длине, тогда у вас будет красивая трапециевидная юбочка. Начинаем мы отсчитывать 1, 2, 3, 4, 5 и ставим точку. 1, 2, 3, 4, 5. Тут, я думаю, сомнений у вас никаких нет, что точки у нас будут располагаться вот таким образом. Я сразу рисую, чтобы не отвлекать вас, чтобы время ваше лишнее не тратить. Так, таким образом мы вяжем всю юбку. Теперь нам нужно посчитать, сколько всего у нас прибавок, чтобы узнать ширину низа. Всего у нас 14 точек. Ой, в смысле, с одной стороны 14 точек и с другой стороны 14 точек. То есть всего 28 раз мы делаем убавку. Спасибо, Сань.
28 раз у нас делается убавка. Мы знаем, что за один ряд, за одну убавку нам нужно убавить 4 петли. Поэтому мы 28 умножаем на 4. Сейчас мы считаем ширину нашего низа, потому что мы не знаем, какая у нас получится ширина, если мы будем равномерно делать убавки, учитывая обхват наших бедер, талии и высоту наших бедер. 28 мы умножаем на 4, получаем 112. 112, так, что-то у меня плохо нарисовалось. 112 петель, это у нас петли, мы должны убавить всего. Берем нашу талию, 63 сантиметра, 126 петель. Помним, что у нас талия не 126, а 128. Помните? Потому что мы взяли 44 петли. Поэтому к 128 мы прибавляем... Так, подождите. Наоборот, смотрите, у нас не 126, а 124, потому что у нас больше петель, и значит здесь уменьшилось. 124. Все правильно. 124 плюс 112 наших петель, которые мы прибавляем за всю длину. Получаем мы 236. Я надеюсь, что я правильно посчитала. Давайте проверим. 124 плюс 112. Да, 236 петель – это наш низ. Наш низ юбки. Что мы делаем дальше? Возьму красный, чтобы вы видели. Плотность нашу берем 20 петель 10 сантиметров. И 236 петель мы должны узнать, сколько у нас составляет сантиметров. 236 мы умножаем на 10 и делим на 20. Получается 118. Это мы получили сантиметры. То есть наш низ, это наша юбка в обхвате, получилось 118 сантиметров. Вы прикиньте, возьмите сантиметр, подумайте, подходит вам эта ширина или нет. Это в случае, если у вас будут равномерные прибавки, ну или убавки, если вы вяжете снизу. Если вам эта ширина подходит, все, оставляем. Если не подходит, то вычисляем частями, как я уже это делала в нашей юбке карандаш. С этим понятно, да? Откладываем. Смотрите, мы сейчас так и уложимся очень быстро. Так, в каких местах делаем убавки и прибавки? По бокам мы их делаем. Здесь мы их делаем по бокам. Я расскажу дальше про юбку из клиньев, если вы хотите и в серединке делать. И точно так же здесь мы делаем по бокам наши прибавки в двух наших юбочках. Ой, видимо, в районе предполагаемых швов, да, если бы мы шили, а не вязали, можно равномерно на 4 части разделить. Да, верно вы говорите. Верно вы говорите. Так, давайте теперь разберемся с нашей прямоугольной юбкой. Ну, здесь, мне кажется, вообще вопросов никаких не возникнет. Это самое простое, что может быть. Запишем наши мерки. Мне нужен обхват бедер 84, и мне нужна длина юбки 50 сантиметров. Пишем нашу плотность. 20 петель 10 сантиметров, 20 рядов 7 сантиметров. Нам нужно в рядах узнать, сколько 50 сантиметров составляет, а в петлях 84 сантиметра. 84, как вы уже все наизусть выучили, у меня 168 петель, а 50 сантиметров, мы тоже это уже считали, 142 ряда. Ну, мне кажется, тут вообще проще, это ряды у нас. Это петли. Проще простого. Мы набираем на спицы. Набрать на спицы 168 петель. Вязать вверх 142 ряда. Все. Таким образом мы свяжем наш прямоугольник. Так, что тут опять не фокусируется? Таким образом мы свяжем наш прямоугольник. Дойдем до талии, потом, если вы хотите вязать дальше его прямо до подмышек, рассчитайте еще эту длину до подмышек и продолжите свое вязание. Ничего сложного. Точно так же можете нарисовать 142 ряда клеточками нашими и в клеточках отмечать то, что вы связали. И давайте теперь разберемся с последним. Тут нарисую. Эта юбка такая, знаете, юбка с клиньями, ближе к широкой юбке, к юбке солнца. Мне просили помочь, как ее связать. Солнце, кстати, вяжется спицами. Я советовала бы вам все-таки вязать укороченными рядами сбоку.
То есть не снизу вверх, а слева направо. Тогда юбка солнца будет лучше. Но если у нас платье наше вяжется снизу вверх все, если вы хотите широкую юбку, то можно ее просто сделать с клиньями. Вот так. Какие нужны здесь мерки? Талия моя нужна 63. Нужен низ у юбочки. Я просто на глаз написала, вот серьезно, 200 написала. Просто первая цифра, первое число, которое пришло в голову. Вам обязательно нужно знать низ, чтобы красиво это все оформить. Можете измерить по своей какой-то юбке, которую вы любите. И точно так же высота, длина нашей юбки 50. Так, теперь думаем, на какое количество клиньев мы поделим нашу юбку. Чем больше клиньев, тем, естественно, прибавки будут чаще по нашей ширине, да. Вот, я советую где-то 8-12 клиньев делить, 8-12 клиньев. Вы сами для себя решите, что вам подходит. Я выбрала для себя, вот просто опять же из головы, 10 клиньев. Сейчас будем считать. Так, снова пишем нашу плотность. 20 петель 10 сантиметров. 20 рядов 7 сантиметров. В рядах нам нужно высчитать сколько? 50 сантиметров рядов. В ширине нам нужно высчитать талию 63 сантиметра. И наш низ 200 сантиметров. Я не буду вас уже этими расчетами мучить. Талия 126, вы уже точно все помните. Здесь 400. Кстати, по моей плотности это понятно, просто на 2 умножить. Здесь в рядах 142 ряда, наша юбка. Дальше решаем, сколько у нас будет клиньев. Я выбрала 10 клиньев. В одном ряду у нас 10 прибавок. Прибавки равны количеству клиньев. Давайте я тогда запишу. В одном ряду 10 прибавок. Количество клиньев равняется количеству прибавок. Так, что мы делаем? Мы количество петель снизу. От количества петель снизу отнимаем петли на талии. Как мы обычно это делаем? 400 минус 126. Нам нужно узнать, сколько нам петель нужно убавить. Ну, или прибавить, если вы вяжете сверху вниз. 400 минус... Так, видно вам, нет? 400 минус 126. Получаем 274. 274 петли нам нужно прибавить или убавить. Я напишу убавить, потому что мы вяжем снизу вверх. 274 петли. Мы знаем, что нам нужно 10 раз... Так, опять не фокусируется, да? Мы знаем, что нам нужно 10 раз прибавить. Поэтому 274 мы делим на 10. То есть в одном ряду у нас 10 прибавок. 274 мы делим на 10. Получаем 27,4 раз. Это разы. 27,4 раз. Вот здесь вот нам нужно убавить. Понятное дело, что нам это не подходит. Нам нужно целое число. Поэтому я оставила 27 раз. Мне это подошло. Ну, дальше что мы делаем? Считаем длину. 50 сантиметров 142 ряда. Давайте я теперь красненьким напишу. Наши 142 ряда мы делим на количество раз. 27. Нам нужно узнать, через какое количество рядов нам нужно делать наши убавки. Так, 142 мы делим на 27. Получаем 5,2. То есть примерно в каждом пятом ряду у нас будет плюс 10 петель. 200 мы также делим на 10, чтобы узнать, какое количество петель составляет наш один клинышек. 20. То есть один клин у нас 20 петель. Все, мы можем вязать, набирать 400 петель, разделили на 10 клиньев по 20 петель. Между каждым клином мы вяжем 2 вместе. Всего нам нужно будет 2 вместе вязать в каждом пятом ряду, всего 27 раз. В итоге мы получим то, что нам нужно. Точно так же мы можем нарисовать, так, ряды. 142 ряда. В каждом пятом ряду, кстати, у нас получается точно так же, как здесь. Посмотрите, в каждом пятом ряду мы ставим точку и вяжем. И знаем, что через каждые 20 петель нам нужно связать 2 вместе. Можно эти места отметить маркерами. Нацепить маркер, и сразу, когда до маркера доходите, вы будете понимать, что вам нужно сделать здесь убавку. Все, это наши
наша юбочка солнце. Ну, смотрите, я просто с молниеносной скоростью рассказала вам все, что нужно, все, что хотела по поводу наших юбочек. Мы разобрали юбку прямую, мы разобрали юбку широкую с клиньями, мы разобрали юбку с А-образным низом, мы разобрали мою юбку, которая в талию по фигуре. Я вам рассказала, как правильно написать все наши ряды, чтобы не запутаться. Вот этот листочек с собой берете, у каждого будет свой. У меня листочек такой. Может быть, если у вас А-образная юбка, у вас листочек такой. Если юбка у вас прямая, она будет без красных, табличка будет без красных точек. Просто будет 142 клеточки. Все. Вы можете сделать свои расчеты, спокойно сесть и уже начинать вязать. Также помните, что вы можете вязать вот так вот лицевую по краю и возле этой лицевой делать прибавки, тогда ваш узор не собьется. Можете делать прибавки, как я буду делать внутри узора, сразу по 2 петли прибавлять. Сейчас я поменяю камеру и отвечу на ваши вопросы. Договорились? У меня еще есть 10 минуточек, когда я точно смогу ответить на ваши вопросы. Так, ютубную я разместила, сейчас вас еще понижу. Может быть, вы заметили какие-то у меня неточности, я не знаю, потому что вчера... Так, моя рука тут, ух. Давай. Меняйся. О, ура, наконец-то. У меня телефон, походу, притормаживает из-за того, что не заряжается. Сейчас я поставлю. Готово. Сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Пишите, потому что или сейчас, или вам придется уже писать мне в личные сообщения. Девочки, успели рассчитать? Ну, тут несложно. Я вам серьезно говорю, когда я вот это все вчера писала, можете посмотреть, да, мою тетрадку. Я рассказывала, что я завела тетрадку. Вот я исписала это все. Ну, буквально у меня это полчаса заняло. Но я посчитала абсолютно на все юбки наши. Вот эти вот убавки-прибавки. Вязала платье крючком с юбкой солнце, так по низу более 3 метров. Это солнце, да. Я... Честно говорю, взяла с головы 200 сантиметров, это просто широкая юбка. Солнце, да, солнце вот прям хотите, если большие воланы, то 3 метра, мне кажется, в самый раз. Да, наверное, долго вязали, правда. 400 откуда? 400 из нашей плотности. Ой, так, сейчас, девочки, я возьму платочек, я тут чай разлила. Сейчас, секунду. 400 из нашей плотности. Сейчас я покажу. Покажу. Вот этот листочек. Да, вам, конечно, сейчас будет не видно, потому что в зеркальном отражении. 400 из нашей плотности. 20 петель у нас 10 сантиметров. Мне нужно было 200 сантиметров узнать. Я узнала, что это 400 петель. Да, количество петель, исходя из плотности образца. Спасибо. Сашечка, а мы же с двух сторон от центральной петли клина прибавляем? Или мы прибавляем внутри клина одну петлю? Это вы сами решаете. Можно прибавить с двух сторон. Я имею в виду вот эту вот часть. Когда у вас идет клинышек, вы можете с двух сторон прибавить. Можете просто вязать 2 вместе, то есть если убавки, да. Ну, это вы сами решаете. Я вам рассказала принцип расчетов. Мне кажется, что все должно быть понятно, потому что тут уже вы ориентируетесь на себя и смотрите, как у вас. Например, у меня здесь в каждом ряду плюс-минус 4 петли, либо плюс, либо минус, да, вы можете прибавлять по 2 петли, то есть одна с одной стороны, другая с другой стороны. Если вы, например, у вас изнаночная гладь или лицевая гладь, и тогда прибавки будут более равномерные, и, возможно, даже более плавно будет вид. Получается убавки-прибавки с каждого бока по плюс 2 петли. Да, верно. Ох, как все непросто. Ой, неправда. Неправда, с регланом, мне кажется, все гораздо сложнее было, потому что реглан почему-то все боятся и боялись. Сейчас уже, наверное, нет. А вот эти наши расчеты,
Вы можете взять и любое изделие связать. Можете связать юбку, можете платье, можете их использовать для вязания. Для какого вязания? Каких-то своих задумок, не обязательно моего платья, которое я предложила. Как именно делать прибавки и убавки при узоре рис? Или вы завтра расскажете, чтобы красиво выглядело? Да, завтра я покажу. Вы можете прям начинать, если вы сейчас сделаете все расчеты, особенно девочки из интенсива, можете прям сразу начинать вязать, потому что завтра целый день, и, возможно, вы даже сейчас делаете расчеты, особенно те, у кого прямые юбки, или вы завтра утром сделаете, и вам не захочется до вечера ждать, вы можете прям садиться и вязать. Завтра я, скорее всего, на своем образце отдельном покажу, как я делаю прибавки-убавки, чтобы вы не ждали тоже следующих дней. А сама буду постепенно вязать и тоже, может быть, не знаю, фотографировать, высылать вам. Может быть, какое-то короткое видео сниму для девочек с интенсива. Не знаю, но завтра точно я вам покажу, как их делать, как делаю их я. Мне кажется, что это тоже важно, потому что теория, практику тоже надо показать. Про рис, как я поняла, можно прибавлять по 2 петли с каждого боку. Да, да, верно. У меня же, в принципе, то же самое, что рис, просто немножко подлиннее. Не поняла, почему в первом варианте прибавки по 4 петли, а не по 2. Смотрите, я, как бы вам это объяснить, мы вяжем по кругу, и если я буду прибавлять здесь одну петлю в моем узоре, в вашем узоре может быть другая ситуация, то у меня здесь, например, рядышком будет 2 лицевые или 2 изнаночные, потому что у меня идет чередование лицевая и изнаночная. Я решила сразу прибавить с одной стороны 2 петли и с другой стороны 2 петли. Если я 2 петли прибавлю, то мой узор не собьется. Мой узор также дальше будет идти красиво. Вроде сегодня без ошибок. Ой, спасибо большое. Вчера, кстати, была ошибка. Мне девочки 2 написали. Я вот сейчас вот здесь вам покажу. Вот здесь я делала свои расчеты, и вот здесь у меня не 16 сантиметров мое плечо, а 17. Если вы от 92 отнимете 29 и 29, как раз у вас получится 34. 34 делить на 2 получается 17. Но ничего, я все равно потом, когда я делаю расчеты, когда я вяжу, я все мерки проверяю. Кстати, насчет этого еще скажу. Вот эти мерки, которые касаются нашей юбки, пожалуйста, всех прошу, с интенсива девочки или нет, неважно, обязательно возьмите еще раз сантиметровую ленту, еще раз их все мерки снимите, проверьте, посмотрите на свое вот это вот схематичное изображение выкройки, может быть вас что-то смутит, может быть вам покажется, что как-то что-то не то. Не поленитесь, измерьте еще раз и убедитесь, что у вас все в порядке. Проще второй раз проверить, чем потом перевязывать. Знаете, как в шитье, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот так же у нас сейчас тоже. Лучше лишний раз измерить, чтобы потом уже вязать все идеально. Сашенька, спасибо вам за такую ценную информацию. Для меня, конечно, всегда эти расчеты, вот такой смайлик, но нужно научиться высчитывать. Да, я как раз к этому и всех призываю. Научитесь высчитывать вот такие сложные вещи, потом вы будете закрытыми глазами вязать все что угодно. Саша, можно юбку сверху приталить, а вниз связать как прямую? Можно, конечно. Вы знаете, как можете сделать? Сейчас я нарисую. Сейчас я нарисую, вам покажу. Кстати, есть у меня такие девочки в интенсиве, у которых такая юбка. Вы можете сделать вот так. Смотрите. Здесь у нас сверху талия, вы в талию убавки делаете, а вниз просто прямо. То есть мы исключаем мою вот эту вот снизу узкую часть, просто вяжем прямо от бедра. Да, конечно. И тогда вы делаете все то же самое, как у меня, только не высчитываете первые прибавки. Саша, ага, это я прочитала. Точно, и как все быстро. Я уже 5-й раз пересчитываю, но это только потому, что я с математикой не дружу. Ну вот, а я как раз наоборот математику обожаю, и мне кажется, что вот эти вот расчеты мои в вязании, я от них балдею не меньше, чем от самого вязания. Поэтому я и решила вас всех научить, потому что, чтобы мои знания зря не пропадали, потому что все, что я говорю вам, придумываю я сама. Я не знаю, как там в теории вязания в настоящей, потому что я верю в свои силы, верю в свою голову. Если моя голова
посчитала, и в итоге я связала все правильно, значит, все хорошо. Так, 25 секунд осталось. Ой, вы так много написали, давайте, наверное, заново задайте мне вопросы, сейчас будем переключаться. Пожалуйста, пожалуйста, потому что я очень много вижу тут вопросов, но не успела прочитать. Девочки, которые задавали вопросы, и я на них не ответила, пожалуйста, пожалуйста, напишите их еще раз, потому что я хочу, чтобы вот мы попрощались с вами и все были довольны, чтобы у нас не осталось девочек, которые ничего не понимают и боятся мне написать. Я подожду, пока вы напишите вопросы, если вопросов не будет, то будем прощаться. Мы сегодня ровно в час уложились, но все-таки ответить на вопросы я должна, мне кажется. Так что пишите, пишите вопросы, кто писал, и я не ответила. Я заговорилась и совсем забыла, что эфир заканчивается. Да, они попрощались. Сашуль, можно начинать вязать или сначала сдать ДЗ? Сделайте расчеты. Это тех девочек, кто в интенсиве касается. Скиньте мне. Если я не ответила, не обращайте внимания, вяжите, потому что я знаю, что вы все с головой, потому что, ну, я действительно убедилась в том, что все молодцы, потому что не было глупых вопросов, чему я очень рада. Вяжите, но прежде чем вязать, скиньте мне. Если я не проверила, не обращайте внимания, все равно вяжите, потому что, ну, получается, завтра у нас целый день, и вы можете спокойно начать вязать свою юбочку. Вопросы завтра по расчетам можно задавать в Viber? Пишите, конечно, вопросы обязательно пишите. Главное, не сидите, ну, я все-таки за то, чтобы вы подумали своей головой, но бывает такое, когда, ну, вообще ничего не понятно. Пишите тогда, не сидите и не ждите. Благодарю, принцип расчета понятен. Отлично. Если раппорт узора 3 петли, при расчетах нужно количество петель округлять, чтобы число делилось на 3. И поскольку петли убавлять? Да, хороший вопрос, спасибо вам, я забыла это сказать. Смотрите, если у вас какой-то узор, и вы, как я, здесь немножко прибавляли, и вам потом нужно будет вязать прямо, и вы хотите, чтобы у вас узор хорошенько совпадал, чтобы у вас не было по краям чего-то непонятного, да, проверьте, пожалуйста, раппорт узора, чтобы у вас помещался вот в это количество петель на бедрах. Смотря какой узор, вот честно, 3 петли может как раз хорошо быть вот в этом варианте, когда вы вяжете все равно по центру лицевую и от лицевой с двух сторон делаете прибавки. Может быть, у вас по одной петле получится прибавить, и если узор вверх, у него раппорт тоже коротенький, то как раз узор хорошо будет, как из кирпичиков, выстраиваться новых. Нужно видеть узор. Я знаю, что вы в интенсиве, поэтому можете мне потом написать, будем с вами сами лично думать, как это сделать. Кстати, еще такой момент. Решите сразу, вот сейчас, пока вы не начали делать расчеты, вяжется ли у вас узор по кругу. Потому что может быть такое, что узор по кругу вязать невозможно или неудобно. Если это так, тогда вам придется двумя отдельными частями вязать вперед и спинку. И опять же, когда вы довяжете до талии, особенно те девочки, которые в интенсиве, вам придется связать до талии одну часть, связать до талии вторую часть. И потом, ну, можно одну часть на какую-то булавочку перекинуть и дальше вязать вверх у второй детали. То есть не ждите окончания срока сдачи работы юбки готовой, не ждите, когда вы связали одну половинку, вяжите следом вторую. Спасибо, все понятно и очень много полезной информации, умничка. Ой, спасибо вам большое.
Получается, что мой центральный узор 22 сантиметра, его я не трогаю в течение всего вязания, просто прибавляю к этим 22 сантиметрам недостающие сантиметры риса, то есть плюс 61 сантиметр, и работаю по прибавкам и убавкам только с рисом. Женя, вот идеальное описание, все верно, четко поняла, молодец. Мне кажется, что в этом тоже есть моя заслуга, значит, я что-то правильно рассказала. Спасибо, Сашенька, все очень понятно, хотя я не дружу с математикой. Ой, спасибо, для меня это хорошая похвала. Юбку солнца как-то высчитывается по радиусу кругу. Швеи знают точно как. Да, это если солнце. Да, там нужно знать радиус круга, и там лучше, я вот уже говорила, вязать укороченными рядами горизонтально, тогда она получится вообще шикарная. Вот, но знаю, что просто многие девочки спрашивали, как совсем-совсем широкую юбку связать. Вот я объяснила насчет клиньев. Мне кажется, это максимально удобно вязать клиньями, если, ну, вообще не в курсе, как можно связать широкую юбку. Саша, спасибо большое за очередной потрясающий эфир. Ой, спасибо, Оля. Всегда радуюсь, когда с тобой вечер провожу. Спасибо, я тоже радуюсь. Я, кстати, сегодня очень переживала, прям не ужинала даже, потому что, ну, как-то, не знаю, такой мандраж. Мне казалось, что это сложная тема, ну, сложная в плане подачи. И если я ее не объясню правильно, то те девочки, которые в интенсиве или которые просто с нами вяжут вместе, по ютубным записям или самостоятельно. Это самый первый шаг, самые первые расчеты. И мне кажется, если я что-то не то скажу или ужасное, непонятно, то у них просто пропадет энтузиазм вязать все платье целиком. Мне кажется, что юбка легкотня. Потом сверху дальше тоже будет несложно. Мы на части поделим наш перед, и я расскажу, как вязать с выточками на груди, как без выточек вязать. Без выточек вообще легкотня. Как пройму вязать, ну, то есть дальше тоже несложно, но все равно там побольше расчетов, по-моему, будет, мне так кажется. В юбке легкотня. Все, пошла считать, девочки, всем ровных петелек, спасибо. Сашуль, если я надумаю сзади разрез делать, то как лучше провязывать петли вместе разреза, чтобы красиво были эти петли вместе разреза? Не знаю, поняла или нет. Да, поняла, конечно. Я советую вязать вместе разреза какую-то часть, может быть, даже изнаночной гладью. Ой, в смысле, платочной вязкой, просто когда лицевые петли. Как раз можно сделать небольшую даже, ну как-то я в шитье не знаю, как это называется, я не швея. Ну такую вот запах типа, знаешь, такой запах. Тоже будет красиво, если, чтобы юбочка сзади была аккуратная, чтобы не было такого, что края закручиваются и просто дырка. Как раз вот эта вот платочная вязка, она не дает закручиваться вязаному полотну. Или тем же узором рис, кстати, тоже хорошо, но можно вот такой запах сделать. У меня по кругу вяжется узор, хорошо. Эта пряжа для кардиганов тоже подойдет? Конечно, конечно подойдет. Вот эта, которая я вяжу, на кокалико. Домашнее задание будет скинуть тебе расчеты. Да, кто меня смотрит. Домашнее задание, да, скинуть расчеты. Если у вас, предположим, да, вот как у меня юбка, вот скидывайте в таком формате. Все, что вы писали, не надо мне там какие-то чистовики. Все, что вы писали, скидывайте мне. Ну, понятное дело, если там все зачеркнуто, перечеркнуто, не нужно, чтобы я могла прочесть. Если у вас там юбка, например, ну вот такая, тоже скидывайте мне вот такой листочек, как вы это все писали. Я проверяю. Надеюсь, все правильно проверю, но в то же время надейтесь больше на себя, не на меня. Я могу что-то где-то не заметить. У меня 84 человека, по-моему, я уже забыла. 84 человека, и мне нужно их всех проверить. Вот представьте, я сегодня, кстати, проверяла, не сильно устала, мне все нравилось. Но с расчетами, боюсь, я буду очень долго вдумчиво проверять и сильно быстро устану. Расчеты юбки нужно сдать до 30 июня. Включительно. Это пятница. Но советую вам завтра уже начинать сдавать, чтобы уже завтра начать вязать. И чтобы в прямом эфире завтра мы уже с вами вязали, со спицами сидели. Вот это будет круто. Спасибо большое за эфир. Пойду все рассчитывать и довязывать последний образец узора. Очень благодарна вам. Спасибо. Шлица. Спасибо вам, девочки. Спасибо. Я в шитье. Как вот в вязании, если что-то хочу шить, то я беру и сама шью. Да, поняла про запах.
шлица. Это надо петли немного прибавлять. Да, верно. Потом их закрыть и подшить. После юбки можно весь верх вязать платочной, убавки-прибавки получаются. Можно вязать платочный верх, конечно. Так, прочитала я все. Девочки еще подсоединяются новенькие, но мы уже эфир будем заканчивать. Все, 1:09. Я четко на минут 20 поотвечала на вопросы, 50 минут была теория. Что мы делаем завтра? Жду ваши домашние задания. Кто не сдал еще домашние задания по нашему первому занятию, по меркам, по вот такому рисуночку. Завтра последний день, можете завтра мне скидывать весь день, можете ночью сегодня скидывать, неважно. Повторюсь, на ночь я телефон отключаю, меня он совершенно не волнует, можете спокойно мне ночью писать. Утром захожу и все читаю. Завтра я покажу вам, как я делаю прибавки-убавки на своей юбке в своем узоре. Завтра точно так же в какое-то время с вами повяжу, поотвечаю на вопросы. Но у нас ничего сложного завтра не будет. Главное, чтобы все уже начали вязать юбку. Буду вас там теребить, чтобы вы все в срок закончили. Саша, вы крутая-прекрутая. Спасибо за эфир, спасибо большое. Очень все доступно и понятно было рассказано. Спасибо, девочки благодарят, спасибо. Очень все понятно, и за короткое время ты все объяснила. Спасибо, я буду учиться дальше за короткое время объяснять. Всем добра, как спать-то теперь с такой заряженной энергетикой. Спасибо. Спасибо, Сашуля, до завтра. Эти расчеты я полюбила благодаря тебе. Спасибо, девочки. Мне очень приятно читать, что я как-то немножко поменяла, что ли, ракурс видения вашего на вязание. Да, на YouTube сейчас видео скину. Все, давайте прощаться, не буду вас отвлекать больше. Пока, до завтра. Делайте расчеты, сразу начинайте вязать юбку, не ждите. Лучше, мне кажется, потом немножко подраспустить, если вы что-то не так сделали. У нас времени 3 недели, нам юбку нужно довязать. До конца этой недели, кстати, до конца недели желательно довязать юбку. Так что вяжите. И, кстати, те девочки, которые такую А-образную юбку хотят или широкую, вы учтите, что это гораздо больше петель, гораздо больше работы. Поэтому, опять же, я еще вчера говорила, если у вас есть сейчас такое желание, лучше свяжите какую-нибудь прямую юбку, прямое платье, чтобы все успеть. Ну, это мы уже будем со всеми индивидуально общаться и решать. Все, пока. Отключаюсь. Спасибо, что были со мной.